Одна из проблем в этом видео — я не знал, на какой локации снимать данный ролик. То ли делать это на фоне замечательного подсолнуха, то есть на фоне поля. Хотя нет. Может снимать на фоне своего автомобиля? Нет. А может быть вещать из кустов? Я думаю, нет. И наконец-то подобрали локацию, на которой будем снимать этот ролик. Кирпичная стена. Наконец-то перед вами обзор на мою новую камеру, которая обошлась мне в приличную сумму по моим меркам. Для меня это достаточно дорогая камера, и ее цена составляет 43 тысячи рублей. Моя цель покупки этой камеры достаточно простая. Я просто хотел увеличить качество своего контента, и я надеюсь, что у меня это удалось. Несколько роликов на канале уже были сняты на эту камеру, и поэтому те, кто подписан на мой канал и следит за моими роликами, наверняка мог заметить, что действительно качество стало на ступеньку выше. Но целью этого ролика является показать вам, у кого есть желание снимать ролики, либо же делать качественные фото, естественно домашние, то как раз этот обзор и снимается именно для вас. Мой обзор никак не претендует на профессиональную точку зрения о этой камере. Я бы сказал, что этот обзор и тестирование будет более полезен новичкам, таким же как и я, чтобы вы могли разобраться, стоит ли покупать эту камеру, или же не стоит, и вообще, может, можно снимать на телефон. Ну и все это мы разберем в процессе обзора. Стою такой умный, рассказываю про свою новую камеру, а что за камеру не сказал. Представляю вашему вниманию беззеркальную камеру Canon EOS M50. На нее есть достаточное количество обзоров, камера не новая, но многого в обзорах нет. Допустим, перед покупкой данной камеры, когда я решал, буду ли ее брать, нужна ли она мне, или же продолжать снимать на телефон, то я не мог найти полноценного обзора со всеми деталями, которые мне, новичку, подсказали бы, стоит ли брать камеру. И вот, когда она у меня уже в руках, я ее достаточно долгое время тестировал, порядка где-то около месяца, и теперь много могу о ней рассказать, как новичок. Кстати, не надо далеко ходить о сравнении телефона и камеры. Вначале я снимал на камеру, а теперь вы видите съемку на телефон. И я могу сказать лишь одно, что сейчас у вас есть возможность сравнить данные картинки. А теперь давайте займемся распаковкой камеры и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Сейчас вы видите непосредственно сам чек, а также microSD карта памяти Samsung EVO Plus на 64 ГБ, которую я покупал дополнительно. Далее бумажки, шнур зарядки, а также непосредственно блок зарядки для аккумулятора. Далее у нас ремешок для шеи, на котором написано Canon EOS M50. Далее у нас EFM объектив, фокусное расстояние 15-45 мм, диафрагма f3.5 до f6.3. Минимальное фокусное расстояние 25 см. Оптическая стабилизация присутствует, мотор автофокусировки имеется. Аккумулятора 875 мАч хватает примерно на 50 минут съемки. Ну и как вы уже видели, сам фотоаппарат M50. Это и есть вся комплектация данного фотоаппарата, разумеется, кроме флешки. Немножко хочу рассказать по характеристикам камеры. Значит, первое, что стоит сказать, она поддерживает съемку видео в 4К. 4К, а именно 25 кадров. И это очень хорошо, потому что для детализации некоторых объектов лучше снимать 4К и позже просто их увеличивать, даже если вы привыкли делать видео Full HD. Конечно же, камера поддерживает все режимы Full HD и все количество кадров, то есть в режиме PAL 25 и 50, в режиме NTFC поддерживает 30 и 60 кадров. Многие более профессиональные операторы снимают видео в 25 кадров. 25 кадров говорят очень хорошо, но я этого не понимаю, потому что, во-первых, при 25 кадрах происходит какое-либо дергание, может быть я что-то не понимаю, так как новичок, может быть такое. Но мне удобно снимать в NTFS 30 кадров, почему? Потому что, во-первых, я снимаю не только на камеру, но еще и на телефон, а телефон поддерживает только 30 кадров. И позже при монтаже, при склейке, чтобы не было никаких казусов, естественно, мне удобно и на камере поставить 30 кадров. Для тех, кто глубоко уверен, что телефоны могут снимать в принципе в таком же качестве, а может быть даже и лучше, чем фотоаппараты, подобные, на которые мы сейчас снимаем обзор, то они глубоко заблуждаются по некоторым причинам. Да, действительно, новые телефоны, допустим, Samsung S20 или iPhone 11, могут иметь более-менее качественное изображение. Но все же, вы должны понимать некоторые вещи. Во всех устройствах для съемки видео, а также фото есть некоторые показатели, которые непосредственно влияют на качество изображения и на его размер. Во-первых, это битрейт видео, битность, его кодек, цветовая субдискретизация и, естественно, разрешение. И никак в телефоне она не может быть выше, чем специально оборудованной для этого камеры. И, конечно же, я еще хотел бы сказать о таком важном параметре, как цветокоррекция при монтаже видео. И поверьте мне, что видео с камеры подлежит более качественной цветокоррекции, чем видео с телефона.
Ну и чтобы вы действительно хорошо понимали, о чем я говорю, то есть про битность, кодек, битрейт и так далее, то есть камеры, с которых снимают репортеры. Это большие такие машины, которые вешают на плечо и ходят с ними снимают. Так вот, в этих камерах все эти показатели еще выше, чем на подобных фотоаппаратах, как мой Canon. Естественно, вы сами понимаете, насколько там качественное видео и, естественно, большой объем файлов видео на выходе. И, кстати, M50 позволяет снимать нам видео в slow motion, в 120 кадров в секунду, но, правда, только в HD. В Full HD данная функция недоступна. Вы всегда сможете снять замедленное движение объекта. Ну а теперь вернемся снова к съемке с телефона, для того, чтобы вы могли обозреть форм-фактор данного устройства, то есть M50. В размерах камера очень маленькая, по сравнению со своими собратьями-зеркалками. Помещается, в принципе, в одной руке, и одной рукой можно вполне снимать видео. По весу она совсем легкая. Ну и как же я не скажу главную фишку этой камеры. Это сенсорный дисплей с поворотным механизмом. Он может поворачиваться практически в любые стороны. Вы можете снимать с легкостью селфи, повернув экран на себя. Вы можете снимать снизу, вы можете снимать камерой сверху, и при этом замечательно видеть, что вы снимаете. А также крышка может закрываться в оборотную сторону, для того, чтобы при переносе не повредить экран. Как вы уже видели, здесь небольшой объектив 15-45 мм, и поэтому камера становится вовсе удобная в своих габаритах. Ну и, естественно, камера из-за этого объектива не может полностью раскрыть свой потенциал. Насчет тактильных ощущений сказать сложно. Вроде пластик нормальный. Здесь рукоятка прорезинена, то есть что позволяет держать камеру более удобно, даже если у вас потеют руки. Вверху у нас находится модуль вспышки. Он, кстати говоря, не автоматический, его надо поднимать руками. И он имеет такую шероховатую поверхность, что, кстати, не очень для этой камеры, потому что сюда оседает пыль, и потом ее неудобно убирать. Данный китовский объектив устроен так, что нам необходимо натянуть рукоятку, которая находится здесь, и провернуть камеру влево. Только тогда объектив будет открыт. Что мне очень понравилось, что для любителей снимать именно с видоискателем, здесь он присутствует. Он является цифровым и также имеет датчик, то есть прикасаясь сюда лицом, выключается сенсор и включается видоискатель. Вот она проблема данной камеры. Всегда нужно с собой иметь про запас батареи. То есть сразу можно брать запасную в магазине, потому что хватает ненадолго. Насчет переключателей. Имеют они очень удобное расположение. То есть внизу клавиши управления, меню, проигрывание, навигация. Сверху у нас режим съемки, режим настройки и кнопка спуска затвора. Ну, естественно, кнопка съемки. В принципе, когда вы снимаете и очень нужно быстро нажать кнопку, проблем никаких нет. Она прямо находится с края. Смотреть каждый раз не нужно, куда вы жмете. И есть одна функциональная клавиша, которой можно присвоить любое значение. То есть, как говорят, программируемая кнопка. Сверху, как я говорил, у нас есть вспышка, а также у нас есть разъем под накамерный микрофон, который закрывается заглушкой. Также непосредственно к нему имеется с левой стороны камеры разъем под микрофон. Ну а с другой стороны у нас имеется кнопка для беспроводной связи со смартфоном или другим устройством, также разъем micro-USB для того, чтобы скидывать файлы на ваш компьютер. Было бы классно, если бы разъем micro-USB предназначался бы не только для передачи данных, но и для зарядки, но, к сожалению, это не так. Ну и, естественно, mini-HDMI для соединения с экранчиком или с телевизором. Также на камере имеется два стереомикрофона. Здесь они выделены с помощью двух отверстий чуть выше объектива под надписью Canon. Что меня здесь очень сильно прикололо, не знаю, как в других камерах, я вообще в этом деле новичок, но мне очень понравилась кнопка включения питания. Значит, у нас здесь есть разъем под батарею и SD-карту. В целом хочу сказать, что эстетическое ощущение от этой камеры меня очень сильно радует. Есть такое мнение о психологических особенностях человека, что он радуется своей покупке ровно столько, сколько шел до машины из магазина, к примеру, или же до дома. Но на самом деле с этой камерой у меня все по-другому, совсем другие отношения. Я просто от нее кайфую. Вот уже прошел месяц, я на нее снимаю и получаю удовольствие просто от того, что я держу ее в руках. Это совсем другие ощущения, нежели ты снимаешь с телефона. Говорить что-либо здесь о фото вообще смысла не вижу, потому что я в этом не профессионал. В принципе, фотографы отзываются очень тепло об этом фотоаппарате. Так что, кто хочет заниматься фотографией, домашней, любительской, то эта камера вполне подойдет. Покупайте, не промахнетесь. И нас интересует вопрос, что же внутри этой малышки. Во-первых, это CPSC CMOS матрица 24,1 мегапиксель. Но вы же знаете, что не в мегапикселях дело вовсе в камере, а во многих других параметрах. Это к тому, кто считает, что на моем телефоне 40 мегапикселей камера, и она намного круче, чем твоя 24 мегапиксель. На самом деле нифига не так. Я еще раз повторяюсь, есть куча параметров. И, во-первых, это битрейт видео,
которые абсолютно влияют на качество видео, на качество картинки. Для того, кому это очень интересно, то матрица кропнутая, то есть она имеет кроп-фактор 1,6. Естественно, не кропнутые матрицы будут снимать намного качественнее. Ну и цена им будет за 100 тысяч рублей, это 100%. И хочу совсем немного рассказать о кропе, о кроп-факторе, чтобы вы хоть немного понимали, к чему вообще это ведется. Есть такое понятие для матрицы, это full frame, то есть это полноразмерная матрица, соответствующая настоящему кадру пленочному размером 35 мм. Так вот, эта матрица более светочувствительная, она менее шумная, то есть шумов у вас в принципе будет минимум с такой матрицей, но у нас камеры, к сожалению, ее у нас нет, и поэтому ее называют кропнутой. Кроп-фактор — это уменьшенная матрица. И чем она меньше, тем хуже у нее цветочувствительность, возрастает количество шумов, даже при невысоком ISO. Я огромный любитель сравнивать такую камеру с телефоном, и просто вы сами можете понять, какая матрица на телефоне стоит. Ни о каких нормальных размерах там речи нет. Плюс, что немаловажно, я смотрел обзоры, как сравнивать телефон и видеокамеру, к примеру, M50. Но там не совсем все честно, потому что когда человек говорит, что вот я не обрабатывал ни телефон, ни камеру, на самом деле при съемке на телефон сразу накладывается огромное количество фильтров, которые вытягивают вам изображение, делают его более ярким, контрастным и так далее. Процессор у этой малышки DJI 8. Имеется Dual Pixel автофокус, что, кстати, круто. Фокусируется он, в принципе, практически моментально. Допустим, на зеркалках я гуглил, в принципе, такого хорошего автофокуса нигде не найти. Поэтому с автофокусом здесь все в порядке. Автофокусировка здесь может производиться по лицу, по глазам и по другим зонам кадра. Единственное, что Dual автофокус не работает в режиме 4К. Ну, вот так вот сделали. Но это можно легко понять, потому что камера все-таки, хоть она и стоит 43К, в любом случае, если бы еще и на 4К был Dual автофокус, то камера стоила гораздо дороже. Если говорить про стабилизацию, в интернете тоже перерыл массу информации, и многие блогеры, обзорщики говорят, что здесь отсутствует стабилизация. Может быть, они имели в виду не буквально, стабилизация здесь присутствует. Да, она не матричная, но она цифровая и достаточно хорошая, и если у вас совсем руки сильно не дрожат, то в принципе у вас получится более-менее нормальная картинка. Значит, еще раз, стабилизация здесь цифровая. Здесь она как бы в двух типах. И есть эффект от дрожащих рук. На самом деле я просто включаю цифровую, и все, потом в порядке. Также здесь поддерживается оптическая стабилизация с помощью объектива. Ну а теперь минутка технических характеристик. Значит, по значениям ISO. Данная камера поддерживает их от 100 до 25 600. Но при съемке в темных помещениях, либо же при затемненных сценах, здесь актуально будет 800 ISO. При них не будет искажений, шумов и других проблем. Здесь, кстати, очень важно понимать, что в телефоне значение ISO вы не сможете правильно настроить. Телефон всегда будет делать это за вас, он все делает автоматически. И никогда он не сможет подстроиться нормально под вашу сцену. Вот в этом и есть суть данного фотоаппарата. Во-первых, здесь можно настроить выдержку, здесь можно прикрыть диафрагму, либо же наоборот ее открыть, чтобы больше поступало света. Здесь можно уменьшить ISO вручную, то есть вручную подстроить под вашу сцену, темная она или светлая и так далее. Инструкция для новичков. Что делать, чтобы нормально снимать в затемненных сценах? Во-первых, это выставить выдержку. Первый пункт. У меня выставлено 1 к 30. В принципе, логично для 30 кадров 60 выставлять, но на 30 посветлее. В принципе, если сильно не брать движущиеся объекты, то все будет в порядке. Второй пункт – это диафрагма. У меня сейчас она полностью открытая. 3,5. Можно ее прикрыть. Но 3,5 самая светлая сцена. Ну и ISO 1600 я поставил, можно поставить 800. И тогда вообще шумов не будет. Вот так это выглядит. Да и вообще хочу сказать больше, что стабилизация на камере в принципе даже лучше, чем на телефоне. Поэтому те, кто говорят, что ее там нет, ну в принципе вы как бы не совсем правы. Но если у вас прям совсем сильно трусятся руки, то возможно вам нужен стабилизатор специальный. Покупайте и используйте уже без каких-либо встряск и размытий. Камера поддерживает синхронизацию с вашими устройствами, то есть, к примеру, со смартфоном. То есть с помощью беспроводной связи вы можете снимать удаленно видео, либо же просматривать их, либо же скидывать на ваше устройство, то есть напрямую с камеры на ваш телефон, если вам нужно срочно выложить видео куда-либо в социальные сети или на хостинг. По получаемому изображению с этой камеры детализация, контраст и передача цветовой гаммы просто на высоте. Без проблем справляется с передачей четкой фактуры предмета. Кстати, чуть не забыл сказать про параметры выдержки. Они здесь 30-1 на 4000 секунд. Давайте немножечко поговорим о объективах, что касается их. Во-первых, это китовские объективы, и, естественно, в них обнаруживается хроматическая аберрация при съемке.
Плюс эти объективы, они уникальны для этой камеры и имеют разъем EFM, что в принципе не позволит вам установить какие-либо другие, если они у вас были. Если вы, к примеру, сменили камеру и вот купили данный экземпляр. Да и самих этих объективов, выпущенных на эту камеру, не так уж много, порядка десятка. А если вы хотите установить какой-то более мощный или большой, то вам понадобится переходник. Так что, в принципе, это не проблема. Вы можете купить переходник, который стоит порядка 8000 рублей. А если будете заказывать с Алиэкспресса, то и вовсе меньше. И после чего вы сможете без проблем устанавливать сюда FM-объективы. Я обязательно вставлю нарезок с новой камеры, чтобы вы могли видеть, как она в различных условиях освещения снимает, при различных обстоятельствах. Также покажу некоторые важные настройки, которые для новичков будут очень полезны, если вы приобрели эту камеру. На камере присутствует большое количество фильтров и прочих настроек, но больше они относятся, скорее всего, к фотографии. Допустим, художественные фильтры. Мы можем выбрать, допустим, HDR. Режим настройки уровня размытия, передача движения. Так, приоритет диафрагмы, то есть размытый фон. Ну, теперь немножечко пробежимся по настройкам, покажу, чтобы вы не искали. Во-первых, здесь есть параметры воспроизведения, что позволяют настроить как параметры воспроизведения, так и осуществить постобработку фотографий, наложив на фотографию определенные художественные фильтры. Также здесь можно настроить настройки беспроводной связи и настройка GPS через мобильное устройство, чтобы определялось местоположение фотографии, к примеру. Как я говорил, так как я снимаю в 30 кадрах на телефоне, то здесь мне тоже нужно 30, поэтому стандарт NTSC. Ну, теперь давайте пробежимся по настройке съемки. Значит, первый — это режим съемки, ручной или автоматический. Качество видео, где мы выставляем наше количество кадров, 4К, 25 кадров, Full HD 60 или 30 и так далее. Также мы можем включить Slow Motion на 120 кадров HD. Кстати, помните, что я говорил, что на китовских объективах обнаружены хроматические аберрации? Так вот, здесь есть автокоррекция этих аберраций. Но помогает ли она серьезно, я не уверен. Далее, запись звука здесь регулируется. Можно поставить уровень, я ставлю его не на максимум, на всякий случай. Те настройки, которые вам, возможно, понадобятся, это баланс белого. Как говорят профессионалы, баланс белого очень важен, но это не история для новичка. Поэтому я ставлю автоматически. Да, есть какие-то перепады, но в принципе нам, всем непрофессионалам, это даже и незаметно. Четвертая вкладка — настройка автофокуса. Здесь можете поковыряться, увидеть, как настраивается автофокус. У меня все в автоматическом режиме стоит. Ну и стабилизация, где она находится. Переходим в пятую вкладку, параметры IS. И здесь включаем и цифровую IS разрешаем. Все, стабилизация включена. Блин, еще одна вещь, о которой следует сказать. Сейчас я буду монтировать это видео, и, естественно, качество у меня получится хуже, чем оно могло бы, если мы снимали только с камеры. Потому что битность на телефоне намного меньше, чем на камере. И, естественно, я монтирую Premiere Pro. Скорее всего, он понизит качество до телефонного, к сожалению. Но в любом случае здесь будет лучше, так что смотрите. Я думаю, что с характеристиками нам пора закончить. А теперь предлагаю посмотреть, как записывать данное устройство на примере. Can't be away, take me away.
Ну и на этом я хочу завершить наш обзор. Надеюсь, что камера вам понравилась. Я буду теперь снимать только с нее. Постараюсь, чтобы телефонное качество не внедрять в свои видео, потому что, это ущерб. Смотрел свои первые видео, это просто ужас, вообще не знаю, как я на это снимал, но мы же растем, естественно. Теперь у нас есть камера M50 Canon. Жду вашей активности, пишите обязательно в комментариях, есть ли у вас камера, как вы ее используете, может в качестве фотоаппарата, или же вы сторонник телефона и считаете, что в принципе камера не нужна нафиг. В общем, в любом случае пишите, не забывайте, что я отвечаю каждому под комментарием, вы можете это проверить. Под каждым моим роликом отвечаю каждому, поэтому пишите, обязательно отвечу. Если что-то не понравилось, критикуйте меня, я только за. Я рад развиваться, если я что-то делаю не так, буду исправляться. Всем спасибо за внимание, всего хорошего.